Всем привет, это Михаил Кобзарь, ProLand TV. Австралийская компания Birdoc выпускает на рынок очень много устройств, которые работают с протоколом NDI. Для тех, кто еще не знает, краткая справка. NDI – протокол передачи видео, аудио и служебных данных по локальной сети, по обычному сетевому проводу. В линейке продукции PTZ-камеры, Z-камеры, конвертеры и специальные устройства. Но также Birdoc выпускает программное обеспечение, и сегодня мы разберемся со служебной связью, совершенно бесплатной. Продукт называется COMS и существует в двух версиях. Бесплатная версия и платная. Первая поддерживает только 4 абонента в одной группе. Платная версия поддерживает до 30 абонентов в 5 группах. Тестировать мы будем бесплатную версию, с нее и рекомендую начать ознакомление с этим софтом. Конечно же, поддерживаются только устройства Birdoc, хотя было бы неплохо пользоваться другими девайсами и другими компьютерами. Итак, давайте посмотрим вот на этот легкий бардак на столе. Во-первых, конечно, компьютер на базе Windows, потому что софт работает только под Windows пока что. Во-вторых, PTZ Keyboard — это клавиатура для управления камерами по протоколу NDI и по остальным протоколам, включая RS-232 и все остальные. Конвертер Flex 4K In, куда прицеплена моя камера, вы видите ее, кстати, на экране. И сетевой коммутатор. Вот, можно было бы еще сюда поставить несколько камер, но я думаю, этого будет достаточно. Какая у нас сегодня задача? На компьютере я запустил COMS версию, в данном случае Lite, на 4 абонента. Один абонент у меня Birdoc аппаратный конвертер, который работает только на вход. К нему подключена камера Pocket 4K, как вы видите, сигнал на экране. И второй абонент — это пульт для управления камерами по любым протоколам. В данном случае по NDI пульт сейчас ничем не управляет, но как абонент он все равно работает. Кстати говоря, если бы у меня вот этот коммутатор довольно большой, гигабитный, поддерживал еще и PoE, это питание по локальной сети, то я бы точно подключил конвертер Birdoc именно по одному проводу, хотя он и так подключен, но я бы отключил блок питания отсюда и питал бы конвертер по вот этому же проводу по локальной сети. Также, если сюда поставить камеру и подать напряжение PoE, то все сигналы будут идти по одному проводу. Это видео, аудио, управление PTZ камерой полностью, поворотом ее, оптикой, параметрами картинки и, естественно, питание также будет идти. Вот еще одна прелесть протокола NDI и устройств Birdoc. Перейдем к нашему интеркому. Он реализован на базе Windows в виде программного обеспечения. Посмотрим на экран. Здесь у нас логотип Birdoc, тот самый птицепес, и написано COMS Pro. Дело в том, что одна программа всего лишь, но она работает в разных версиях, либо, так скажем, ознакомительный Lite, как раз на 4 источника, либо, если вы введете сюда лицензионный ключ, то будет полная версия с 30 абонентами. Посмотрим на софт. Вот главное окно программы, здесь меня видно. Можно выбрать любой источник NDI для просмотра. В данном случае у меня есть только Birdoc HDMI, как видите. Он, в принципе, здесь и будет полезен. Разрешение идет пониженное, чтобы не нагружать сеть, потому что полное разрешение можно взять для софта vMix, OBS и прочих, где нужно максимальное качество. Слева у нас группы. Мы можем создать здесь только одну группу. Давайте попробуем создать вторую. Я думаю, нет, вторая тоже у нас получилась, но девайсов здесь нет, потому что они уже все добавлены в первую группу. И обратите внимание на наше устройство. Birdoc — это у нас как раз конвертер Flex 4K In. И Birdoc KBD — это клавиатура, то есть их видно. Естественно, IP-адреса должны быть в одной сети, либо динамические, но лучше пользоваться статикой. Далее группа 1 и группа 2. Вот все-таки два группа создалась, но там пусто. В группе 1 у нас два устройства. Посмотрим на картинки с тех устройств, которые поддерживают видеосигнал. Практически все, наверное, ну, кроме Birdoc, которые на выход, да и то, я думаю, они тоже. Кроме клавиатуры, в общем, все работает в сети и отображает картинку. Но вот в данном случае клавиатура Birdoc, она, естественно, не имеет никаких видеоисточников, видеосигналов в себе. Она только управляет камерами. В данном случае она даже ничем не управляет и картинки с нее нет, но тем не менее связь работает. Далее я уже говорил о программном мониторе. В принципе, здесь особо смотреть нечего. Можно выбрать любой источник.
включить или отключить звук для мониторинга. И далее самая главная кнопка – это кнопка режиссера. Нажимаем на нее, и у нас идет аудиосигнал, и мы слышим всех абонентов. Давайте внимательнее посмотрим на вот эти маленькие окошки. Это у нас источники сигнала и абоненты. Обратите внимание, сейчас идет аудиосигнал, и у нас иконка камеры вот здесь на экране. Это означает, что мы здесь слышим и видим в данном случае сигнал аудио с камеры, то есть с моего микрофона и со второго микрофона, который мне пригодится при тестировании этой связи BirdDog. Если мы нажмем на эту иконку один раз, то у нас включается такой высокий уровень сигнала. Это означает, что сейчас работает микрофон от гарнитуры. По поводу гарнитуры я расскажу попозже о том, что сюда можно подключить. На самом деле вообще все абсолютно. И в общем давайте пока перейдем к камере. Это у нас включение и отключение звука, просто канала, и это настройки устройства BirdDog. В данном случае мы переходим в веб-интерфейс. Но я уже сюда зашел, поэтому здесь все видно, все активно. Давайте еще раз зайдем сюда. Пароль BirdDog по умолчанию, насколько вы помните и знаете. Да, сохранять нам его не нужно. На входе разрешение 1080p 30 кадров в секунду с моей камеры, с мониторингового выхода. Далее клавиатура BirdDog то же самое абсолютно, но правда непонятно, зачем здесь сигнал от камеры, если она в себя видеосигнал не принимает. И в принципе все на этом. Справа у нас уровень сигнала, вот здесь можно его регулировать. То есть громкость приходящего сигнала. И если мы нажмем на режиссерскую кнопку, то здесь тоже можно регулировать усиление микрофона. Что по поводу звука на уровне гарнитуры, на уровне микрофона и динамиков или наушника. В данном случае в компьютере можно использовать любое аудиоустройство. То есть встроенный микрофон, если у вас ноутбук на Windows, гарнитуру какую-то, Bluetooth устройство, все что угодно. В данном случае я сюда присоединил самую, наверное, простую, одну из простых USB гарнитуру Logitech. В системе она сразу определилась без драйверов, и сразу же включилась маршрутизация такая, что звук из системы идет на наушники и звук от микрофона идет в систему. Давайте посмотрим на экран сейчас. Раз, два, три. Вот здесь я говорю, меня очень хорошо слышно. И мой звук как раз вот здесь видно. По уровню здесь не регулируется ничего, именно уровень моего звука микрофона, это настройки идут в системе. Давайте перейдем вот сюда, открыть настройки системы. Это у нас мастер звук, и уровень микрофона стоит в данном случае автоматически. Я думаю, мы оставим пока так. Возвращаемся сюда и перейдем к нашему конвертеру. Это у нас первая точка связи, оператор с какой-то камерой, которому необходимо подавать разные звуки и потусторонние голоса от режиссера. Да? По поводу гарнитуры, которую я использую здесь, это обычные JBL наушники Bluetooth, у которых есть возможность присоединения к любому, собственно, плееру, компьютеру через 3,5 джек, 4-контактный, TRRS, по-моему, поддерживаются оба типа гарнитур для Android и для iPhone. До поры до времени поддерживался только Android. Что у нас здесь со звуком? Давайте послушаем. Все просто замечательно. Я слышу здесь себя, вот этот микрофон. Чтобы не соврать, теперь мы делаем тест. Я беру второй канал моей радиосистемы и вот сюда ее кладу. 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, вы слышите как раз мой звук. Иногда бывает небольшая задержка, иногда ее нет, но она не больше секунды точно. Это не так критично. Обычно треть секунды или полсекунды всего лишь задержка идет по вот этому тракту. Напомню, как это работает. Есть основной поток NDI, 100 мегабит, допустим, для Full HD. Поток для 4К это уже 230-250 мегабит. И маленькую совершенно полосу, какой-то несколько там процентов, может быть 1% занимает как раз передача звука, опять же по протоколу передачи звука. Точно я не знаю, как это делается, может быть выделяются каналы звуковые, но скорее всего это отдельный слой такой звуковой. Вот, теперь давайте поработаем с пультом, то же самое сделаем. Отключим здесь звук на BirdDog и на всякий случай на пульте тоже. Мини-джек наш переключим в разъем пульта. Здесь он, правда, не подписан, но интуитивно понятно, что это он и есть
И теперь раз, два, три, четыре, пять. Аналогично мы слышим наш звук. Вот здесь задержка чуть-чуть побольше, но потому что разные устройства все-таки, видимо, по-разному присоединяются к этому протоколу. Тем не менее, ничего страшного, задержка весьма небольшая. По поводу настройки уровня, опять же, можно регулировать уровень вот здесь. И что у нас с передачей голоса в обратную сторону? Давайте это тоже послушаем. Теперь я возьму нашу гарнитуру и поговорю в микрофон. В данном случае он вот здесь на проводе. 1, 2, 3, 4, 5. Все замечательно слышно. И давайте я сейчас опять симулирую оператора, который говорит мне что-то в эту самую гарнитуру. Звук у нас идет в обратную сторону, то есть в данном случае я в наушниках оператора камеры, то есть есть режиссер, есть оператор, который управляет всеми камерами BearDog, и есть оператор, который стоит с обычной камерой, к которой подключен конвертер, и сигнал уже по локальной сети передается на наш сервер. Подносим сюда микрофон, получается такой комбик, да, достаточно любопытный. Слушаем звук, тоже задержка достаточно небольшая и качество звука отличное, поэтому связь у нас дуплексная, работает в обе стороны, и количество абонентов зависит только, собственно, от вашей лицензии, ну и вообще от необходимости. Как правило, в небольшой аппаратной связь не нужна между сотрудниками разными, да, на разных местах, а вот на удаленных точках это уже достаточно критично, поэтому вы можете использовать 4 абонента сразу, предположим 4 камеры, либо 3 камеры и отдельного человека, который управляет этими камерами. Ну, в общем, тут как угодно ваша схема может строиться. В принципе, для начала достаточно даже, наверное, использовать один канал, если у вас камеры поворотные от BearDog и сидит режиссер, и через несколько метров сидит оператор этих камер, то вам достаточно всего лишь поставить софт на компьютер, он бесплатный, и подключить к этому пульту вот такую гарнитуру. Настройка остальная делается на раз, два, три, четыре. Все отлично работает. Кроме этого, гарнитуры можно использовать абсолютно любые. Отключаем нашу систему. Сейчас еще немного информации про это вот решение. Комс поддерживается практически всеми устройствами от компании BearDog. Это конвертеры, естественно, которые просто необходимо ставить у каждой камеры. Это пульт, PTZ Keyboard и камеры. Зачем для поворотной камеры, около которой нет операторов, и в принципе там не нужен оператор, ставить какое-то устройство звуковое? В принципе, тоже есть неплохие варианты. Можно передавать по этому протоколу не служебную связь, а звук для ведущего, допустим, или давать команды в павильоне всем по громкой связи. Достаточно тогда к камере, ну или даже к конвертеру присоединить какую-то колонку, акустическую систему, и все. Вопрос будет закрыт. Так что решение тоже отличное. Ну, давайте подведем итог. NDI — это технология для передачи видео с разрешением до 4К. В перспективе оно будет, конечно, увеличиваться. Также передаются аудиосигналы, управление положением поворотной камеры и параметрами изображения. Также по NDI передаются сигналы Tally. Физически NDI передается по стандартному IP-протоколу через локальную сеть, чаще проводную. Но, кстати, есть вариант работы по Wi-Fi. По витой паре также можно питать устройство, камеру или конвертер, и кроме этого запас мощности позволяет питать периферийные устройства, камеры, мониторы, радиосистемы, стабилизаторы, ну в общем все что угодно. На примере вот этого BearDog здесь есть вход питания, POE питания, который сейчас не активно, и DC-out, тот самый выход для питания небольшого монитора или простой камеры. И несомненно важным дополнением является связь на площадке. Обычно она организуется при помощи вспомогательных устройств, раций, интеркомов, бывает встроенная в микшер. Однако протокол NDI с разработкой компании BearDog позволяет интегрировать дуплексную связь с минимальной задержкой прямо в видеотракт. И все это бесплатно. Попробуйте Комс Lite уже сейчас, и если понравится, то переходите на полную версию. Лицензия приобретается один раз и не требует подписки. На сайте BearDog вы можете ознакомиться с бесплатной версией. В 2022 году обязательно выйдут новые решения от компании BearDog. Следите за сайтом beardog.com. Кстати, они обновили сайт, он стал быстрее, красивее и интереснее.
Следите также за новостями и ценами на сайте proland.ru, в наших социальных сетях, это Facebook, Instagram компании ProLand. И заходите на канал ProLand TV почаще, смотрите ролики, пересматривайте, оставляйте свои комментарии, на которые я обязательно отвечу. На сегодня это все. С вами был Михаил Кобзарь. Всем пока. Сейчас я вам прикол еще один покажу. Смотрите, включаю пульт BirdDog. Гарнитура подключена к нему. Микрофон также отдельно к гарнитуре подключен. И... Это очень смешно, когда при загрузке этой системы пульт начинает гавкать в наушники, в интерком оператору. Я просто чуть не умер от смеха первый раз. Хорошо, у меня наушники были сняты и лежали здесь. Я думаю, кто же гавкает? Это оказался BirdDog.